Всем привет, с вами Дэн и Vario, сингапурский микробренд. Видите, с 2016 года 10 лет исполняется Vario. И давайте открывать такой вот у нас тут мешочек. Travel кейс с часами, мне кажется, это правильно, потому что максимально удобно. В комплекте еще отдельно браслет идет. Ну и, собственно, здесь карточка. Vario Futurist, так называется эта модель. Здесь гарантия. Здесь описано, что такое футурист, в чем вдохновение, об этом поговорим чуточку позже, потому что Иван, да, владелец и дизайнер Vario, он мне написал, да, в переписке, что хотел сам купить 70-х годов вот, с необычным стеклом именно модель Seiko, но все были поцарапаны, поэтому он решил сам сделать что? Правильно, сам решил сделать модель. И вот эти часы сегодня на обзоре. Vario я вам уже несколько раз показывал. Кстати, мне нравится, что они вот часы делают, продают, да, в таких вот travel кейсах. Ничего лишнего, а travel кейс он всегда пригодится и в путешествиях, и просто дома часы хранить. Здесь еще тряпочка есть, конечно же, что тоже немаловажно, но самое главное, это, конечно же, часы Vario Futurist. Ой, какая красота. Знаете, когда они были только еще на рендерах, я уже увидел, мне они сразу понравились. А вживую это, конечно, непередаваемое, абсолютно непередаваемое ощущение. И здесь давайте и стрелочки подвинем немножечко, да. И еще, конечно же, часы подзаведем. У нас тут получается такой своего рода bullhead, потому что заводная головка наверху. Но это винтаж, это вот... Сразу 70-е чувствуется, да, а что такое 70-е? Это, понятное дело, космос, это очень много геометрических деталей, это вот футуризм такой, да, и здесь как раз в этом Vario и есть футуризм. Вот он, футурист, вот оно, стекло, посмотрите, какое граненое. Это обалденно. Вживую, конечно, просто непередаваемо. И самое главное, что стекло сапфировое, поэтому с ним оно не будет царапаться, оно будет выглядеть всегда свежо. Ох, и это красиво. Градиентный циферблат, называется синий, синий дым, да, Blue Fumé. Есть несколько цветов циферблата, мне синий показался самым таким, знаете, и с одной стороны практичным, и с другой стороны вот с этим оттенком, он прям такой глубокий, очень красивый отлив. И когда яркие солнечные лучи на эти часы будут попадать, то невероятно будет, конечно же, переливаться. И мне здесь все нравится. Мне нравится корпус, такая черепаха, мне нравится заводная головка сверху. Да, конечно, с точки зрения практичности, завода, там, настройки, ну, не самое удобное решение. Но, правда, здесь нет даты, поэтому одним минусом меньше, да, и, во-первых, красивее, а во-вторых, ну, понятное дело, настраивать дату с такой заводной головкой будет труднее. Но стили, конечно, знаете, они вот, что есть такая фразочка, раздают стили, блин, они раздают стили просто невероятно. Классно, что Иван решил именно, ну, Айван, да, решил именно сам сделать свою модель, вот такой с граненым стеклом. Есть версии, кстати, у Orient, да, они выпускают, у Citizen, по-моему, тоже что-то они такое винтажное делают. Но там минералка, а здесь Vario сделали сапфирчик такой граненый, красивый. Ой, какой корпус боковой части. Посмотрите, какое сатинирование. А? Опа, вот это уровень. Не, ну Vario всегда хороши по уровню. А здесь еще вот, да, здесь у нас что? Космонавт. Космонавт на космической станции, очевидно, на задней крышке. Кстати, есть система быстрой замены по ремешку. Есть такая зеркальная полировочка с нижней части корпуса, с верхней части по ушкам. Ушки, посмотрите, какие граненые. А? Я что-то бросаюсь с одного на другое, но я вот, честно говоря, специально часы распаковал полностью. Именно вот сейчас перед роликом хотелось именно вот с вами разделить эмоции, потому что я ожидал, что это будет вау, но когда вот смотришь на как сделано, какая отделка, какие грани, какие детали, с какой любовью подошли к этим часам, даже вот, да, сатинирование между ушками, это, конечно, высочайший уровень. И посмотрите, как здесь вот это вот рифление, насечка на верхней части корпуса вместо безеля. А сам безель, он с зеркальной полировкой, высокий. Дальше идет высокое стекло, ушки просверлены. Блин, слушайте,
Ну, я так скажу, вот, во-первых, по стилю это классно, да, вот именно как модель, именно как 70-е. Но когда ты начинаешь смотреть на отделку, когда ты начинаешь смотреть на детали, ты понимаешь, что эти часы разработаны человеком, который очень сильно любит часы. И для которого нет каких-то неважных элементов, нет ничего проходного. Здесь кропотливая работа над каждым элементом, и она чувствуется. Очень круто сделано. Очень круто сделано. Да, ну давайте по характеристикам. Значит, граненое сапфировое стекло с внутренним антибликом, сталь 316L по корпусу, корпус 39 мм, высота всего 10 мм здесь, циферблат, значит, Blue Fume, солнечные лучи, градиент, Super-Lenovo C3 и Super-Lenovo BGW9 здесь. Внутри Miyota 9039, да, это шикарный японский механизм. 28 800 полуколебаний в час, 40 часов запас хода, 100 метров водозащита и итальянская кожа по ремешку. Ремешок чуть позже посмотрим, хочется посмотреть, здесь, по-моему, 22, да, у нас будет. 20 по ремешочку. И от ушка до ушка 49 с небольшим. Слушайте, ну размерчики что надо. Но мне хочется еще вот что. Мне хочется по весу. На ремешке здесь будет 77,8 грамм. Немного. Немного. Значит, мое запястье 18,5. Если вдруг кто забыл, отлично. Ну, это классно. И заводная головка наверху, это, конечно, совершенно другое впечатление. Очень классно сидят на запястье. И знаете, вот в них, хотя, с одной стороны, вроде бы это 70-е, да, вот винтаж, все такое, вот этот вот стиль, но они выглядят, с учетом того, что они сделаны на современных станках с современным уровнем качества, конечно, видно, что это часы 25-26 года, очень круто сделаны, но со стилем 70-х. Это прекрасно, это потрясающе. По цене $648, и, по-моему, еще есть скидка 10% для первых заказов, да, вот, поэтому я считаю, что это недорого для такого уровня часов. Здесь еще шикарный ремешок, есть система быстрой замены, он плотный, пухлый, здесь вот в начале толстоватенький, да, у ушек, поэтому какое-то время будет прирабатываться к вашему запястью, а потом будет сидеть как литой, но кожа шикарная, очень круто, прострочка белая, класс. Нет, ремешок здесь прям премиум уровня. Но если вы помните, Vario в принципе начинали свой путь именно с ремешков, а потом уже добавили к ремешкам и часы, собственно. Вот, поэтому уж кто-кто, а Vario в ремешках, что называется, соображает. Не, ну вы представляете, а браслет-то еще резинка. Ой. А браслет оттуда, да, вот 80-е, помню, такие браслеты были у японцев. О, не, ну все. Я вот все думал, 10 из 10 этим часам ставить. Нет, 11 из 10. Вот браслет, это все. Ну все уже. Это потрясающе. Браслет, резинка, система быстрой замены. Ну, попробуем сейчас. Попробуем на браслете, будет интересно. А как вам на браслете? Слушайте, я, честно говоря, думал, что мне понравится больше на ремешке, но на браслете классно. Вот здесь, может быть, даже на браслете именно винтажность и дух 70-х чувствуется даже сильнее, пожалуй, да. Вот сейчас как будто бы действительно эти часы из прошлого. На браслете, да. На браслете, да, слушайте, это классно. Его можно отрегулировать, да, сделать чуть поменьше, вот эти вот центральные звенья. Здесь можно будет подубрать, либо носить чуть вот в свободном режиме. Короче, слушайте, это потрясающе. На браслете, да, более футуристично и более в 70-х. Мне нравится и так, даже не знаю, напишите, как вам нравится больше. Очень круто. Слушайте, шикарно. Это потрясающе. Ну и интересно тогда посмотреть, сколько будет вес по браслету. По браслету будет 102 грамм. Не сильно больше, на самом деле, не сильно больше, на каждый день прям самое оно. И вот оно, это граненое винтажное стекло. Смотрите, какой красивый здесь циферблат. А стрелки. Я даже вот, знаете, я настолько был в восторге от общего впечатления, общего дизайна по этим часам, что даже циферблат, вот, наверное, толком только сейчас рассматриваю.
Да, стекло это классно, но посмотрите, как классно сделан внутренний рант. Он скошенный, на нем есть точечки люма, на нем минутная разметка, а часовая разметка уже на самом циферблате. И объема здесь очень много. Оно создается не только вот этим граненым стеклом, но и высокими метками и скошенным внутренним рантом. Плюс стрелки. Стрелки шикарнейшие, матовая, кстати, секундная, а вот часовая и минутная, они с таким небольшим вырезом на кончике. Вроде бы градусники, но с вырезом. Прикольно сделано. И люм на нем. И ничего лишнего на циферблате, только надпись Vario. Ну и по корпусу, конечно, шикарно здесь. Корпус просто потрясающе сделан. Это высочайший уровень. Честно говоря, по уровню здесь как хорошие лонжины, да, по отделке. Если не лучше. О, какой браслет. Вот что такое классный микробренд. Классный микробренд — это часы без изъянов, часы просто потрясающие, и при том, что еще очень-очень адекватные по цене. Я, честно говоря, в шоке. Мне кажется, это одна из лучших моделей микробрендов, которые я, в принципе, держал в руках. Классно сделано, классно исполнено. Характеристики, цена, дух 70-х, качество. Здесь все на супер высоком уровне. Напишите ваше мнение. Возможно, я, знаете, это что называется, взбудоражен и перевозбужден, но мне кажется, это реально классная модель. Реально классная. Vario это топ. Вот именно эта модель потрясла. На этом все. Всем пока. С вами был, конечно же, Дэн. Увидимся.